Да, друзья, в самой обыкновенной кастрюле, на самой обычной плите, в квартире я вам покажу, как можно приготовить настоящую копченую свиную грудинку. Я буду готовить копченую грудинку из охлажденного мяса. Можно также использовать замороженную свинину. Замороженное мясо использовать даже предпочтительнее, так как в процессе глубокой заморозки в мясе погибают все болезнетворные бактерии, в том числе ботулизм. Мне, можно сказать, повезло, так как грудинка у меня попалась вместе с ребрышками. Ребрышки необходимо срезать. Я их засолю вместе с грудинкой и затем также закопчу. Как коптить ребрышки в обычной кастрюле, вы можете посмотреть в другом моем видео, ссылку на которое я оставлю в описании к этому ролику. Из таких ребрышек можно приготовить изумительно вкусный гороховый суп, рецепт приготовления которого я также оставлю в описании к этому видео. Первым делом мясо необходимо засолить. Солить я буду мокрым посолом. Для посола я использую только соль и сахар. Использовать специи бессмысленно, так как в процессе копчения вкус всех специй нивелируется. Специи мы будем использовать с вами на следующем этапе. Количество соли и сахара я беру из расчета общего веса мяса и воды. На 1 кг общего веса мяса и воды я использую 26 грамм соли и 5 грамм сахара. Соль и сахар засыпаем в воду. Доводим воду до кипения. Остужаем до комнатной температуры. И этим рассолом заливаем мясо, так, чтобы рассол у нас полностью закрыл мясо. Убираем мясо в прохладное место на 72 часа. Один раз в сутки переворачиваем мясо в рассоле. Для мокрого посола можно использовать как мелкую, так и крупную соль. Использовать морскую или обычную поваренную соль – это дело вкуса. Я использую морскую соль, так как, на мой взгляд, при приготовлении продуктов она дает более насыщенный вкус, благодаря содержанию минеральных солей, которых нет в обычной поваренной соли. Через 72 часа сливаем рассол. Мясо промываем под холодной проточной водой и просушиваем его бумажными кухонными полотенцами. На ту поверхность мяса, которая без кожуры, я добавлю специи. В качестве специй я использую смесь 4 перцев. Вы можете использовать любые приправы по вашему вкусу. Наносить приправы следует на ту поверхность мяса, которая не будет подвергаться копчению. Кусок грудинки я складываю пополам, так, чтобы специи у меня оказались внутри куска, а сам кусок я обвязываю бечевкой. После этого грудинку необходимо подсушить. Сушка продукта перед копчением является очень важным и обязательным этапом. Сушить продукт необходимо до появления легкой сухой корочки. Я подвешу грудинку за бечевку не менее чем на 4 часа на сушку. Далее берем 12 грамм щепы для копчения. Я использую щепу ольхи, так как, на мой взгляд, она является наиболее универсальной и подходит для копчения большинства продуктов. Щепу не увлажняем. Используем исключительно сухую щепу. На блестящую сторону фольги выкладываем щепу и равномерно распределяем ее. Закрываем щепу вторым слоем фольги и загибаем край фольги так, чтобы у нас получился конверт. Этот конверт плотно укладываем в кастрюлю. В верхнем слое фольги обычной зубочисткой делаем проколы. В кастрюлю ставлю металлическую подставку. В качестве подставки я использую обыкновенную металлическую подставку под горячее, которую можно приобрести на любом маркетплейсе. Стоит такая подставка порядка 200 рублей. На подставку укладываем подсушенную грудинку. Контролировать процесс приготовления я буду обычным кулинарным термометром. Стоимость такого термометра, как у меня, порядка 200 рублей, и купить его вы можете также на любом маркетплейсе. Ставим кастрюлю на плиту, на самую большую конфорку, и включаем максимальный нагрев. Необходимо дождаться момента, когда начнется дымообразование. На моей плите на самой большой конфорке при максимальном нагреве дымообразование начинается на 3-й минуте с начала нагрева. Далее я засекаю примерно минуту, именно с самого начала дымообразования. Далее я выключаю нагрев
И сразу же переставляю кастрюлю на самую маленькую конфорку и включаю минимальный нагрев. Здесь необходимо именно переставить кастрюлю на самую маленькую конфорку, поскольку если вы просто убавите мощность до минимальной на самой большой конфорке, вы не добьетесь минимальной мощности приготовления. А далее нам необходимо готовить продукт именно при минимальной мощности, поскольку минимальную мощность выдает именно самая маленькая конфорка при минимальном нагреве. Момент, когда необходимо переставить кастрюлю с самой большой конфорки на маленькую, вы можете ориентироваться по цвету дыма. Как только он в кастрюле начнет желтеть, можно переставлять кастрюлю. После того, как вы переставите кастрюлю на самую маленькую конфорку, интенсивность дымообразования начнет снижаться. Уже на 10-й минуте нагрева дыма в кастрюле у вас не будет, но он не выходит из кастрюли, а адсорбируется на поверхности продукта. И по сути основной этап копчения уже закончен. И далее идет термическая обработка продукта. Безопасной температурой приготовления свинины является 63 градуса. На моей плите на самой маленькой конфорке с минимальным нагревом 65 градусов внутри куска получилось достигнуть на 60-й минуте. Вы можете ориентироваться на мое время приготовления, но из-за того, что плиты у всех разные, газовые или электрические, поэтому я рекомендую процесс приготовления контролировать кулинарным термометром. На 65-й минуте приготовления температура внутри куска у меня достигла 70 градусов. Я выключаю нагрев, но кастрюлю не открываю, а даю ей остыть в течение как минимум 30 минут вместе с продуктом. После того, как я выключил нагрев, температура внутри куска у меня поднялась до 74 градусов, уже без нагрева. Вот такая красота у нас получилась. Аппетитная и очень ароматная грудинка. Жаль, что видео не может передавать ароматы. Сразу после копчения продукт мы не едим. Оставим его на проветривание, или правильнее сказать, на созревание. На 12 часов в прохладное место. Я ставлю в холодильник. Вы можете даже поставить продукт на созревание в той же самой кастрюле, в которой коптили, с закрытой крышкой. В течение этих 12 часов процесс копчения все еще продолжается. Дым абсорбируется или проникает в структуру продукта, насыщая его. Грудинка получается сочная, ароматная, идеально сбалансированная по соли. А в следующем видео мы приготовим с вами говяжий варено-копченый язык.